Руки Ричарда дрожали, когда он сжимал руль, а вдалеке маячила больница. Телефонный звонок раздался час назад. Эмилия просыпалась. После месяца бессонных ночей, когда он сидел у ее постели, пока аппараты поддерживали в ней жизнь, его дочь, наконец, возвращалась к нему. Он едва мог дышать, его сердце бешено колотилось, когда он припарковался и вбежал в больничные двери. Стерильный запах антисептика ударил в нос. Когда он бежал по коридору, его ботинки скрипели по полированному полу. Медсестры поглядывали на него, но ему было все равно. Все, что имело значение — это Эмилия. Ее палата была в конце коридора, и когда он толкнул дверь, то замер. Ее глаза были открыты. Слезы навернулись на глаза Ричарда, когда он подошел ближе. Его голос дрогнул. «Эмилия? Милая, это я. Папа здесь». Но выражение ее лица заставило его похолодеть. Ее широко раскрытые, полные паники глаза встретились с его, и она слабо покачала головой. «Тебе нельзя здесь находиться», — прошептала она охрипшим от долгого бездействия голосом. Сердце Ричарда упало. «Что?» «Эмилия, это я. Я ждал этого момента несколько недель», — пробормотал мужчина. «Ты не можешь быть здесь», — повторила она, повысив голос. Ее руки вцепились в простыни так, что побелели костяшки пальцев. «Пожалуйста, ты должен уйти», — сказала она. Его охватили смятение и обида. Он подошел ближе и потянулся к ней за рукой. Но она отпрянула. «Эмилия, что случилось? Поговори со мной», — прошептал мужчина. Прежде чем она успела ответить, ее прервал тихий голос. «Мистер Томпсон?» Ричард повернулся и увидел женщину в белом халате. Доктора Рэйчел, судя по ее бейджу. Она мягко улыбнулась, но в глазах ее была настороженность. «Я рада, что вы пришли». Выздоровление Эмилии можно назвать чудом. Мы не ожидали, что она проснется так скоро. Тогда почему она так себя ведет? Ричард беспомощно указал на Эмилию, которая теперь смотрела в потолок, ее грудь быстро поднималась и опускалась. Доктор колебался. Нередко пациенты испытывают замешательство или дезориентацию после выхода из комы. Ее разуму нужно время, чтобы привыкнуть, заверила Рэйчел. Ричард кивнул, но почувствовал, что что-то не так. Страх Эмилии казался слишком явным, слишком сосредоточенным. Он повернулся к ней, присев на корточки у кровати. «Эмилия, пожалуйста, скажи мне, что случилось?» — прошептал Ричард. Она посмотрела на него. По ее лицу текли слезы. «Я в опасности, папочка. Ты должен уйти сейчас же», — сказала девочка. Прежде чем Ричард успел ответить, в коридоре послышались тяжелые шаги. Эмилия перевела взгляд на дверь, ее дыхание участилось. Ричард проследил за ее взглядом, и в этот момент вошел высокий, стройный мужчина в белом халате. Он был сосредоточен на своем планшете, но, подняв глаза и увидев Эмилию, застыл. На мгновение все замерли. Затем мужчина, доктор Карлсон, судя по его бейджу, пробормотал что-то себе под нос и поспешил выйти из комнаты. Эмилия сдавленно всхлипнула. «Он здесь. Он причинит мне боль». У Ричарда скрутило живот. «Кто? Доктор Карлсон?» «Эмилия, о чем ты говоришь?» — спросил Ричард. Она покачала головой, слишком потрясённая, чтобы говорить. Доктор Рэйчел шагнула вперед. Ее голос был спокоен, но тверд. «Мистер Томпсон, возможно, лучше дать Эмилии немного пространства. Я побуду с ней».
«Нет», — Ричард прервал ее резким голосом. «Что-то не так, и я не уйду, пока не выясню, что именно». Доктор Рэйчел поколебалась, а затем кивнула, сказав: «Я оставлю вас наедине. Но если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони». Как только она ушла, Ричард снова повернулся к Эмилии. «Милая, теперь ты в безопасности, я здесь, но ты должна рассказать мне, что происходит», — попросил Ричард свою дочь. Эмилия прерывисто вздохнула. «Я почти ничего не помню об аварии. Только свет фар, а потом ничего, но я помню его голос. Он пришел в мою комнату, папочка. Он разговаривал со мной, пока я спала. Он сказал, что не может позволить мне проснуться». У Ричарда кровь застыла в жилах. «Кто? Доктор Карлсон? Он?» Она кивнула, ее глаза расширились от страха. «Это он погрузил меня в кому. Он сказал, что это единственный способ заставить меня замолчать», — прошептала девочка. Мысли Ричарда метались. Все это не имело смысла, но ужас Эмилии был неподдельным. Он сжал ее руку и сказал: «Я разберусь с этим. Я обещаю». Он вышел в коридор, сердце его бешено колотилось. Доктора Карлсона нигде не было видно, но Ричард не собирался останавливаться на достигнутом. Он направился к стойке регистрации, где медсестра что-то печатала на компьютере. «Мне нужно знать все о докторе Карлсоне», — сказал он тихим, но настойчивым голосом. Медсестра удивленно подняла на него глаза. «Извините, сэр, но я не могу поделиться информацией о персонале. Моя дочь вышла из комы и испугалась его. А теперь расскажите мне, что вы знаете», — твердо сказал мужчина. Медсестра поколебалась, затем вздохнула и сказала: «Доктор Карлсон работает здесь уже много лет. Он уважаемый врач, но всегда был немного нелюдимым. Когда ваша дочь поступила в больницу, он настоял на том, чтобы быть ее лечащим врачом, сказал, что проявляет особый интерес к ее случаю». Ричард сжал челюсти. «Где он сейчас?» Медсестра сверилась со своим компьютером. «Предполагается, что он в операционной». «Но его там нет», — перебил Ричард. «Я только там был». Медсестра нахмурилась. «Это странно. Дайте я проверю еще раз». Она что-то печатала, затем покачала головой. Ричард не стал дожидаться, пока она закончит. Он повернулся и побежал обратно в комнату Эмилии. Его мысли метались. Когда он ворвался в дверь, его сердце остановилось. Там был доктор Карлсон. Он стоял над Эмилией со шприцем в руке. Глаза Эмилии были расширены от ужаса, другой рукой он прикрывал ей рот. «Отойди от нее! Взревел Ричард, бросаясь вперед. Доктор Карлсон резко обернулся, его лицо побледнело. «Это не то, на что похоже», — пробормотал он. «Я просто...» Ричард не дал ему закончить. Он схватил доктора за руку и выкрутил ее так, что шприц со звоном упал на пол. «Охрана!» — закричал он. «Кто-нибудь, вызовите охрану!» Через несколько мгновений комната наполнилась персоналом. Доктора Карлсона удерживали, не обращая внимания на его протесты. Ричард повернулся к Эмилии, которая безудержно рыдала. «Всё в порядке, милая», — прошептал он, прижимая её к себе. «Теперь ты в безопасности». Позже, когда полиция увела доктора Карлсона, правда выплыла наружу. Он был водителем, совершившим наезд на маленькую девочку на том злополучном пешеходном переходе, и он был в ужасе от того, что Эмилия его узнала. Чтобы заставить ее замолчать, он использовал свое положение, чтобы держать ее в коме, накачивая наркотиками, чтобы она никогда не очнулась. Но организм Эмилии сопротивлялся, и теперь его преступления были раскрыты. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео,
то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.